Ну, я хотел бы вспомнить те уже далекие годы, когда я познакомился с Андреем Скляровым. Это был конец 2003 года. Мой знакомый из Хабаровска написал мне через интернет, что вот, мол, есть в Подмосковье такой удивительный человек, зовут его Андрей, и он, так же как и я в то время, интересуется проблемами истории на территории Древнего Египта. И оказалось, что вот так через Хабаровск, через несколько тысяч километров мы встретились с Андреем, который жил буквально через дорогу. Мы жили в одном городе, Королеве. Познакомившись с ним, мы договорились, что для нас будет очень интересно организовать совместную экспедицию в Египет. Андрея интересовали съемки по заказу одного из известных продюсеров центральных каналов. И он написал сценарий по материалам, которые смог найти в свободной литературе о нестыковках официальной истории и того, что люди наблюдали в виде пирамид, мощных храмов, качественно выполненных статуй. В общем, подозрение, вернее даже уверенность, что здесь есть предмет для изучения, уже владели Андреем тогда, и, соответственно, он хотел это воплотить в виде многосерийного документального фильма. А у нас была другая задача. Я занимался и занимаюсь до сих пор проблемами пространства и времени, Финслеровой геометрии, и оказалось, что одним из интересных геометрических объектов, которые возникают в Финслеровой геометрии, были правильные пирамиды. Отсюда и возникло подозрение, не более того, что пирамиды Египта могли быть такими инженерными сооружениями древней цивилизации, которая уже освоила, в отличие от нас, Финслерову геометрию, пошла дальше, чем мы в своих исследованиях электромагнитного поля, где роль пирамид играют другие геометрические объекты, а именно линзы, параболические зеркала, гиперболоиды. Вот в Финслеровой геометрии эти круглые фокусирующие устройства в определенной мере заменяются призмообразными, ну и в частности пирамидами. И возникла мысль, почему бы не оказалось так, что история преподнесет нам сюрприз, и на территории Египта мы видим сохранившиеся технические объекты древнего человека или древней инопланетной цивилизации, которая эксплуатировала вот эти не понятые нами пока Финслеровые поля и в виде искаженного знания, что это объекты ритуальные, относятся к эпохе фараонов, они дошли до нас. И вот мы договорились об объединении усилий. Скляров ехал снимать фильм, я с геофизиками ехал снимать физические характеристики с пирамид и в их окрестностях. И у нас все было договорено о распределении сил и шагов. Буквально за 2 недели до отъезда выяснилось, что инвесторы Склярова не могут выполнить своих предварительных обязательств и профинансировать его часть экспедиции. Взвесив тогда наши возможности, поговорив со своими партнерами, я убедил их увеличить размер финансирования примерно в 2 раза. Сумма была увеличена с 30 до 60 тысяч долларов, 30 из которых пошли на съемки фильма, который вы сейчас знаете под названием «Загадки Древнего Египта». Поездка состоялась, у нас были замечательные сопровождающие, тогда открывалась библиотека, которую патронировала супруга тогдашнего президента Мубарака, и у нас на руках были бумаги, что мы едем как съемочная группа освещать вот это эпохальное событие. Александрийская библиотека тогда была открыта. Ну а под шумок у нас были все разрешения на проникновение в святая святых. Мы побывали тогда во многих подземных помещениях наиболее крупных пирамид, куда туристу
до сих пор, в общем-то, вход запрещен. Только по спецразрешению можно попасть, например, в подземную камеру пирамиды Хеопса или в камеру царицы. Сейчас туристов пускают только в верхнюю камеру царя, что, естественно, не дает полной картины внутренних помещений Великой пирамиды. Ну и также с другими объектами, куда до сих пор обычный турист может не попасть. А с разрешением от супруги президента, конечно, было все это возможно. И ездя по таким закрытым, в общем-то, местам, Андрей и вся его группа помощников, мы тоже присоединились со своими физиками, обсуждали те эффекты, те факты, которые нам попадались. Конечно, весь сценарий, который был записан до этого, пошел в мусорное ведро. Все было переделано, потому что одно дело, когда ты читаешь описание других людей, ты видишь все по-другому. Когда ты смотришь на это сам, непосредственно на месте, снимаешь, щупаешь, видишь те нюансы, которые до тебя не заметили, все предстает совсем иначе. Ну и вот на основании этого казуса, этого переделанного плана появился фильм «Загадки Древнего Египта». Ну, наверное, не погрешу против истины, сказав, что этот фильм, по сути, стал культовым. Месяц назад, в декабре прошлого года, лаборатория альтернативной истории выступила с инициативой под названием «Возвращение в Египет». Это проект, который предлагает повторить съемки полнометражного документального исследовательского фильма на территории Египта по образу и подобию, как был в свое время снят первый фильм проекта ЛАИ Андреем Скляровым «Загадки Древнего Египта». Сейчас, к сожалению, Андрея нет с нами, но есть молодой талантливый режиссер Ондраш Саба, который готов уехать в Египет на целый год и посвятить этот год съемкам, написанию сценария, монтажу и всем работам, которые сопровождают выпуск фильма. Конечно, мы должны всеми силами помочь Ондрашу осуществить этот проект, и главное, что здесь необходимо, это финансы. Вот поэтому ЛАИ выступает с инициативой обратиться ко всем любителям лаборатории альтернативной истории и всем миром собрать минимум 600 тысяч рублей. Это тот минимум, который необходим, чтобы фильм получил право на жизнь. Эти деньги пойдут на проживание Ондраша в течение года, на покупку необходимого оборудования, съемки, разрешения, оформление, монтаж и так далее, и так далее. То есть при таких затратах есть полная уверенность, что фильм увидит свет в конце этого 2018 года. 15 лет назад ситуация уже была похожая на сегодняшнюю, и когда мои партнеры, подумав, взвесив, помогли решить все финансовые проблемы, и фильм Андрея увидел тогда свет. Ну и с легкой руки этого фильма и таланта Андрея Склярова лаборатория альтернативной истории стала тем, чем она есть на сегодняшний день. Хотелось бы, чтобы с его уходом работа не останавливалась и продолжалась. К сожалению, я и мои партнеры сейчас не могут вложиться вот на необходимую сумму в новый второй фильм серии о Египте, но это можете сделать вы. Вас много. Если каждый вложится совсем по чуть-чуть, сумма, необходимая для Ондраша, будет найдена. Я призываю вас откликнуться на это и сделать свой вклад в этот замечательный проект. Ну а сейчас хочу поблагодарить тех, кто уже внес свои средства на данный проект. Порядка 65 тысяч мы уже собрали, то есть 10 с небольшим процентов уже имеется. Надеюсь, мы в течение месяца, 2-3 наберем необходимую сумму, и Ондраш поедет в Египет снимать свои новые замечательные фильмы, главным из которых, может быть, будет вот этот полнометражный фильм «Продолжение загадок Древнего Египта».